Как дальнобойщики поступают с учителями на дороге? Таранят, сталкивают с обочины, либо делают физическое замечание. Я покажу вам самые дикие ситуации, когда водители грузовиков не стали терпеть хамство в свою сторону, и наглецы получили жесткий отпор. Не секрет, что наглецов и хамов никто не любит, а тем более на дороге. Обочечники стали настоящей проблемой современности, ставя свои приоритеты впереди других водителей. Но еще хуже, когда такой вот хам на минивэне решает проучить дальнобойщика, который посмел перекрыть ему обочину. Разбитое зеркало, несколько грубых оскорблений, но все это стало роковой ошибкой для самого учителя. Ведь машина оказалась заблокирована, а братство дальнобойщиков тоже имеет неплохой арсенал под рукой. Что с ним стало дальше, история тактично умалчивает. На видео зафиксирован конфликт между водителем легкового автомобиля Peugeot и водителем грузовика с надписью «Огнеопасно». Водитель легковушки попытался обогнать затор, врезавшись в медленно движущийся поток перед светофором. Такой маневр вызвал недовольство у водителя грузовика, который решил не пропустить иномарку. В результате произошло небольшое ДТП, после которого Peugeot потребовался ремонт заднего бампера. Несмотря на незначительные повреждения легковой машины, последствия могли быть гораздо серьезнее, поскольку авария случилась на пешеходном переходе, на котором, к счастью, не было людей в тот момент. Также в другом случае местный житель, управляя грузовиком, заблокировал обочину, не давая другим водителям обходить пробку, выезжая за пределы проезжей части. В Южно-Сахалинске произошел инцидент, попавший на видео. Водитель внедорожника Toyota обиделся на грузовик, который не пропустил его по обочине. Обочина была загружена из-за традиционного затора, вызванного ремонтными работами на мосту. В результате, несмотря на желание водителя внедорожника объехать затор, грузовик его не пропустил, и Toyota, мчась по обочине, забрасывала камнями окружающие автомобили. Разозленный водитель внедорожника в итоге обогнал грузовик и резко тормознул перед ним, блокируя его движение. Водитель грузовика, в свою очередь, направил в ГИБДД обращение с приложенным видео инцидента и изложением своей версии событий. Он запросил наказать водителя внедорожника за нарушение правил дорожного движения и усилить контроль на данном участке дороги. Житель Санкт-Петербурга стал свидетелем дорожного конфликта на КАДе, где водители легковых автомобилей решили дать урок водителю, который ранее блокировал им движение по обочине в пробке. Один из водителей, управляющий белым автомобилем Toyota Solara, начал притормаживать перед грузовиком, мешая ему продолжать движение. Второй водитель на красном автомобиле той же марки ехал рядом и не позволял грузовику перестроиться в соседнюю полосу. Позже водители легковушек поменялись ролями. К их акции возмездия присоединилась еще одна машина «Черная Kia». Все это время действия обочечников записывались на видео другим водителем, который наблюдал за ситуацией со стороны. Правда, судя по комментариям снимавшего, один из автомобилей в итоге нарвался на ДТП, но этого и следовало ожидать. А это вообще образцовая ситуация. Водитель грузовика спокойно ехал на крейсерской скорости, пока не догнал еле тащащийся седан в левом ряду. Грузовик спокойно обогнал без каких-то оскорблений или резких действий, но водителя седана почему-то обидела такая ситуация. Он резко набрал скорость, специально обогнал грузовик по гравию, закидав машину камнями, а потом вообще дал по тормозам. Но только проучил он сам себя, спровоцировав ДТП, которое было записано с самого начала на видеорегистратор. Идиот, что тут скажешь? Дерзкому водителю на синем Subaru не понравилось, что грузовик слишком медленно едет, мешая тому раскрыть свой гоночный потенциал. Хотя вся ситуация происходила в черте города. Как итог, он обогнал фуру и начал специально оттормаживать, чтобы того проучить. Но с грузовиком в такие шутки лучше не играть. Получил хороший пинок под зад и проблемы со страховой, ведь все снято на видеорегистратор. Владелец седана Hyundai Elantra почему-то решил задирать дальнобойщиков, умышленно снижая скорость перед их грузовиками. Однако этого автомобилисту показалось недостаточно, и он решил еще больше разозлить водителей, продемонстрировав неприличный жест. Это стало последней каплей для терпения дальнобойщиков, которые объединились и окружили седан, создав ему ловушку.
Оказавшись в затруднительном положении, водитель седана вступил в словесную перепалку с водителями грузовиков, которая вскоре переросла в физическое столкновение. В итоге в небольшой потасовке победу одержали дальнобойщики. Это необычное дорожно-транспортное происшествие произошло в далекой Малайзии и было зафиксировано одним из дальнобойщиков, хотя фура и не была участником инцидента. Мотоциклист, решивший неожиданно перестроиться перед легковым автомобилем, решил воспользоваться маленьким промежутком между машинами, однако, по всей видимости, он не учел, что водитель легковушки не ожидал такого маневра. В тот момент водитель искал свой телефон в салоне автомобиля и не заметил резко появившегося перед ним мотоциклиста. В городе Гродно произошел конфликт на дороге, в который были вовлечены водители служебного микроавтобуса дорожной службы и небольшого грузовичка. Интересно, что пострадавшим в этой дорожной ситуации оказался третий автомобиль, водитель которого и опубликовал видео инцидента. Изначально все три автомобиля двигались параллельно друг другу в разных полосах движения. Однако вскоре полоса, по которой двигался грузовик, начала заканчиваться, и, как видно на видео, грузовик начал смещаться в сторону микроавтобуса дорожной службы. Тот, в свою очередь, сместился в сторону автора видео. Перестроение грузовика и микроавтобуса произошло в районе пешеходного перехода. Микроавтобус, стремясь опередить грузовик, решил демонстративно перестроиться перед ним, при этом не включив указатели поворота. После этого маневра инициативу взял на себя водитель грузовика, предприняв следующий шаг в развитии этого дорожного конфликта. Эта запись, сделанная в Воронеже, показывает, как водитель грузовика пытается объехать Hyundai Solaris, который остановился на левой полосе с включенной аварийкой. Внезапно белый седан трогается и резко тормозит перед «Газелью». Водитель грузовика делает еще одну попытку обойти препятствие, но легковой автомобиль снова меняет полосу и оказывается перед ним. В итоге грузовик сталкивается с седаном и тащит его несколько десятков метров по дороге. Несмотря на отчаянные попытки водителя седана затормозить, мощь, набравшей скорость «Газели», оказалась намного выше. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших. Более того, на место ДТП не прибыл экипаж ГИБДД, и участники аварии оформили ее по европейскому протоколу. В этом случае водитель серебристого автомобиля, по всей видимости, находился не в адекватном состоянии, возможно, даже под воздействием алкоголя. Ситуация напоминала сцену из фильмов ужасов. После обгона фуры водитель серебристой иномарки стал ехать перед ней, преднамеренно мешая грузовику обогнать себя. У дальнобойщика была возможность связаться с коллегами, в том числе с водителем черного внедорожника, для совместных действий против хулигана. Однако их попытка остановить нарушителя едва не закончилась трагедией. К поимке неадекватного автолюбителя присоединилось несколько человек, которые пытались загнать его в угол и перекрыть дорогу, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения. К сожалению, сам момент задержания не попал в кадр, но можно надеяться, что эти действия привели к продуктивному исходу и нарушитель был остановлен. Водитель Шкода Октавия по непонятным причинам решил проучить водителя грузовика на скоростной трассе. Согласно комментариям, владельцу чешского лифтбека не понравилось, что грузовик слишком долго занимал левую полосу. В ответ на это водитель легкового автомобиля решил резко затормозить прямо перед грузовиком. Дальнобойщик не смог или не захотел своевременно отреагировать на маневр, в результате чего Шкода Октавия получила серьезные повреждения задней части и была отправлена в сервисный центр. На загородной трассе произошел инцидент, когда водитель кроссовера Hyundai решил объехать пробку по обочине. Его попытка вернуться на дорогу была пресечена водителем фуры, который решил не пропускать нарушителя, желая тем самым преподать ему урок. В ответ автомобилист проехал через территорию заправочной станции и резко выехал перед грузовиком. Этот маневр вызвал недовольство среди других участников движения. В итоге водители совместными усилиями окружили виновника нарушения, фактически упаковав кроссовер, ведь солидарность на дороге никто не отменял. На шоссе водитель фуры по левой полосе столкнулся с внезапно появившимся перед ним внедорожником. Водитель внедорожника, выйдя из авто, попытался обсудить ситуацию, но сигнал сзади заставил его понять свою ошибку. В итоге водитель внедорожника получил урок от окружающих за свое внезапное вклинивание в полосу и избежал столкновения с фурой. В комментариях в соцсетях развернулась дискуссия о правилах движения фуры по левой полосе и оценке всего произошедшего. И, на мой взгляд, тут действительно двоякая ситуация.
Водитель черной Toyota проявил полное пренебрежение правилами дорожного движения, когда решил проигнорировать сужение дороги и поехал прямо по островку безопасности во время перестроения с левой полосы. Стремясь вклиниться в поток перед минивэном и затем перед фурой, он вызвал возмущение других участников движения. Ответом на угрозы и громкие сигналы клаксона со стороны водителя фуры стало решение не уступать дорогу и продолжать движение прямо, тем самым снеся крыло наглецу. Это видео было снято из автомобиля учителя и показывает конфликт на дороге между водителем легкового автомобиля и фурой, перевозившей продукты для сети магазинов «Магнит». Водителю легкового автомобиля не понравилось, что фура движется слишком медленно по левой полосе. Ситуация развивается по уже знакомому сценарию. Автомобилист обгоняет фуру и начинает резко тормозить перед ней, явно пытаясь спровоцировать дальнобойщика. Его попытки в конечном итоге увенчались успехом, когда водитель фуры решает обогнать легковушку и, предположительно, намеренно наносит ей сильный боковой удар. Недовольный каким-то предшествующим событием, которое осталось за кадром, водитель Audi решил взять реванш на дальнобойщике, резко затормозив перед фурой. Видимо, не учитывая того факта, что большегрузы не способны мгновенно реагировать на подобные действия, водитель легковушки получил сильный удар в заднюю часть своего автомобиля. После столкновения он не сразу остановился для оформления дорожно-транспортного происшествия, а продолжал движение, вероятно, пытаясь осмыслить произошедшее и решить, как ему поступить дальше. История не раскрывает, что именно вызвало гнев владельца Opel Astra 2 против двух водителей самосвалов, которые, согласно слов автора ролика, устроили настоящую охоту на него и зажали его автомобиль на обочине, создавая своеобразную коробочку. По утверждениям, инцидент был спровоцирован попыткой водителя легкового автомобиля преподать урок одному из грузовиков на трассе. К счастью для водителя седана, ситуация разрешилась относительно благополучно. Он смог увернуться от созданной ловушки и скрыться с места происшествия. Впрочем, этот инцидент, вероятно, стал серьезным уроком для водителя легковушки, который будет впредь избегать подобных конфликтов на дороге. Два решительных водителя вышли из своего автомобиля, чтобы устроить разборки с водителями самосвала и экскаватора из-за того, что те перекрыли дорогу. Начало диалога не сложилось, и в этот момент оператор экскаватора решил помочь своему коллеге, применив при этом весьма необычный подход. Этот инцидент произошел несколько лет назад на Щелковском шоссе в Москве. Водитель грузовика МАЗ из Череповца долгое время терпеливо пытался объехать виляющего перед ним Kia Rio, который вел себя как учитель на дороге. Однако в какой-то момент у дальнобойщика, видимо, лопнуло терпение. Он решил ускориться, и в результате Kia Rio оказалась под колесами большегруза и перекрыла полосу движения. Из седана выбрались водители и пассажиры, которые стали громко выражать свое недовольство, жестикулировать и звонить по мобильным телефонам. По словам водителя МАЗа, полиция прибыла на место ДТП примерно через 20 минут. После разбирательства водитель Kia был признан виновным в происшествии. Что касается ущерба, то грузовик МАЗ получил лишь незначительные повреждения в виде помятого бампера и оторванных креплений фар, в то время как ремонт Kia Rio обошелся более чем в 100 тысяч рублей. На одном из шоссе под Санкт-Петербургом развернулась ситуация, когда водителю белого BMW не понравилось, что грузовик занимает левую полосу. Решив взять ситуацию в свои руки, водитель BMW обогнал грузовик и начал замедлять скорость перед ним, создавая тем самым опасные условия на дороге. Втянувшись в игру с грузовиком, водитель легковушки упустил из виду свой поворот в сторону коттеджного поселка. В последней попытке свернуть направо он не смог удержать контроль над автомобилем и в итоге врезался в дорожное ограждение. Действительно, бывают случаи, когда даже водители большегрузов вовлекаются в конфликты на дороге, становясь учителями для своих коллег. Например, в США был зафиксирован инцидент, когда один водитель фуры решил проучить другого, подрезав его на дороге. Водитель Toyota Land Cruiser решил проучить фуру, но получил неожиданный урок в ответ. Этот инцидент быстро разошелся по социальным сетям после публикации в одном из приморских сообществ. Видео демонстрирует, как водитель внедорожника по непонятной причине пытался наказать водителя грузовика, обгоняя его и начиная тормозить перед ним. Однако дальнобойщик оказался хитрее. Он призвал на помощь еще один грузовик, который обогнал Land Cruiser и зажал его между двумя фурами. Такой поворот событий вызвал восторг у пользователей социальных сетей в Приморье.
На этом видео из Гонконга зафиксирован инцидент, который наглядно показывает последствия агрессивного поведения на дороге. Водитель черного минивэна решил проучить таксиста, остановившись на скоростном шоссе и пытаясь его подрезать. Таксист, в свою очередь, ушел на другую полосу, чтобы избежать столкновения. Однако учитель не учел, что сзади на большой скорости приближается грузовик полный грязи. Источник грязи не уточняется, но водителю грузовика пришлось резко затормозить, из-за чего грязь вылетела из кузова и обрушилась на легковые автомобили. В результате такси оказалось лишь испачканным, тогда как в минивэне разбилось заднее стекло и в салон попало большое количество неприятно пахнущей жидкости. На видео видно, что обе машины двигаются по левой полосе, при этом правая полоса остается свободной. Водитель «Лада» пытается сигналами фар подать знак водителю грузовика, чтобы тот перестроился на правую полосу, но по неясным причинам грузовик остается на своей полосе. В ответ на это владелец легкового автомобиля начинает притормаживать перед грузовиком, создавая ему помеху. Однако такие действия не приводят к желаемому результату для водителя легковушки. В конечном итоге грузовик врезается в задний бампер «Лада», тем самым выталкивая ее на встречную полосу. К счастью, в тот момент на встречной полосе не было других автомобилей. Все эти видео, которые я вам показал, несут одну единственную мысль. Оставайтесь людьми на дороге. Кстати, если вам нужна работа, вы умеете писать сценарии, владеете навыками монтажа или озвучки, то можете попасть в нашу команду. Пишите по контактам в описании в наш Telegram-бот. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!